Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты видишь, Виктория? я вижу а, как будто какой-то туннель Так, вот туда идет. В каком-то пространстве я. Сейчас я вышла, смотрю. Вот я вышла, смотрю, где оно. То есть я как бы выхожу с этого пространства, поднимаюсь вверх. так, хорошо. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Так интересно. Видишь? Что? Что ты видишь, Виктория? Нет, я на себя смотрю. Ага, Я вижу, как, знаешь, что интересно, вот как моя энергосфера, вот я выхожу, зачем я туда ходила, в это пространство? Но вот это черное, оно вот так вот, ну, как несоединяемое, и так отваливается. Знаешь? угу, хорошо. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да. Я считаю от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Эдуарда. Эдуард. 1, 2, 3. Вот что я туда ходила. Я снова этот туннель увидела, и я протягиваю руку, чтобы его оттуда достать. То есть я ниже туда не иду. И я вижу, что вот так как в секторе эм, интерферентов, он как будто прибит на такую... Там, короче, портал такой, как труба. В секторе интерферентов вот так ментально. И такая крышка. Портал приоткрыт. А он как вот так лежит навзничь на этих, как прибит, спиной лежит на этой крышке. Ясно. Ему плохо. Его мама, ее подсознание, она постоянно возле него, и она как будто ему пот со лба а, смахивает. То есть Мгм. она тоже вот там, как бы не может отойти оттуда, от него. Хорошо, Виктория. Считай эфирная ДНК Эдуарда. Где это? Я его передаю ему, что буквально говорю, что его мама спасает его, и беру его так вот за руку, Так. э, поднимаю через этот туннель. И вот так сделала. Я взяла его за левую руку и вот так к сектору будущего, к сектору первотворца, вот так как-то за левую руку его вытащила. И он руку свою вот так приложил, а там такая, как черная дверца была. И произошел такой энергетический взрыв, Так. такое яркое сияние, и вот это как лопнуло, вот это пространство. М. И я вижу, как он встал и с левой руки вытаскивает такой черный, как чей-то хвост. Он так черный, из сектора интерферентов. И он так стоит, как огромный какой-то богатырь. И вот так и с этого меридиана он вытаскивает этот черный хвост. Так, ого. Он стоит как какой-то огромный, как богатырь какой-то, но ноги широко вот так, и вот так очень сильный.
Хорошо, Виктория, считай его эфирная ДНК. Да, это он. Спроси у нее разрешение потрудиться с ним. Он говорит, что он разрешает. Так, с чего нам начать, Виктория? Лучше всего посмотри. Ну вот, у него изо рта и из руки, то есть вот эти меридианы, изо Мгм. рта и из руки, по позвоночнику вот эти черные энергии, а он эти энергии говорит, когда он сказал разрешаю убить гидру. Так. А спроси у него, разрешает ли он, чтобы мы с ним потрудились. На это он дает разрешение? Я вижу, что он вот так посмотрел на левую руку, и здесь такой черный квадрат, вот там, где он присоединился, и, и говорит так, мама защищает. Этот Или черный квадрат кому-то передает сектор магии. Так, я еще раз его еще раз спрашиваю. спроси, да, передай ему информацию, что ее Да, он говорит, да, я хочу. Так, кто находится в секторе магии, связанный с этим черным квадратом, ему я приказываю проявиться в соответствии его физической ДНК. Я вижу, что это через сектор магии проявляется вот эта черная энергия, которую он называет гидра, Мгм. которая тянется из сектора интерферентов. А этот черный квадратик, я вижу, сейчас я раз посмотрю что-то. Мгм. Ам, Внутри, сейчас я это замораживаю, потому что кто-то пытается забрать этот квадрат, Мгм. вот это гидра, Замораживает. скажем так. Но я Мгм. сейчас посмотрю, что это такое. Вижу ситуация. Папа, мама стоят, ребенка крестят. Вот священник с этим кадилом, или как эта штучка такая называется, да. И я смотрю, что во время крещения происходит обряд посвящения. И вот этот квадратик, не квадратик, а как куб черный, как внутри как клетка. Заходит в третий глаз, и я вижу, что во время этого мероприятия вот на этот портал, на эту крышку, а, его как пригвоздили в секторе интерферентов. Кто находится в секторе интерферентном, приказываю проявиться в соответствии с их эфирным ДНК. Так. Проявился серый с огромными черными глазами. От этого серого идет гипноз. Считывается. Так, проявился рептилоид и хвост. Так, а хвост к кому относится? Или это отдельный какой-то интерференция? Э, Так, я вижу, что это рептилоид. Не как крокодил, а как человека-крокодил такой. И у него вот как-то от хвоста тянется. Я им приказываю позвать их начальника. Так, что-то идет. Вот так огромное такое. Бух, бух. Так, кто это начальник? Я ему приказываю
появиться в его пространстве в соответствии его эфирным ДНК. Это иллюзия большого этого чего-то ушла. И там такое, как искусственный, считывается искусственный интеллект, как какая-то пчелка или что-то искусственное. И так кто-то накручивает, как, ну, как часы какие-то, или как такую игрушку Завод. Да, Заводит. заводит. Так, а кто это заводит? Сейчас Кому я ему принадлежит это? Сейчас. Слышу Михаил. Так. Кто это Михаил? Так, Михаил имеет отношение к этому батюшке. Может, его так звали, этого Михаила? Сейчас я посмотрю, что это за Михаил. Он одновременно сейчас находится и в секторе интерферентов, и в секторе магии. И я услышала батюшка. И я вижу, что перед ним, или это архангел Михаил, эти энергии, черный такой, как будто вырезанный из какой-то жести, силуэт. Так, кому принадлежат эти программы? Приказываю хозяину этих программ проявиться в их пространстве в соответствии с их эфирным ДНК. Я вижу в секторе интерферентов ангел, который стоит, знаешь, как будто только что с неба упал на четвереньках, вот так стоит, крылья все черные. Так, кто он такой, я ему приказываю отвечать. Он и говорит: Михаил. Приказываю отвечать, что он делает в пространстве Эдуарда. Он как-то говорит, что он его загребает. Куда И он его загребает? он вот так показал. Я слышу дважды, да. Это мероприятие. Крещение. Да, и я вижу, как от этого Михаила, это как архангел этот Михаил, он, ноги его утягиваются, как хвост черный, то есть сверху он как будто бы сияет, а ноги все как хвост уходят в открытый люк, в портал. Так, и он считывается как служака, как служит кому-то. Там я увидела, слышу штаб. 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 Вижу, как огромные сущности жуткого вида. Как вот эти из пятого элемента. Мангалоры. Ну, я не знаю, как их там зовут. Они вот такие, да. Стоят как бы над столом. Их много там. И там какой-то реверс. Или север. Или сервер. Сервер, наверное, да? Компьютерный такой специальный блок. Ты имеешь в виду? Ну, Сервер. я вот так оно мне идет. Я смотрю, там как будто кто-то лежит. Я вижу, это Эдуард лежит на этом блок. Это называется блок. Сервер, как стол.
И он так лежит. Они что-то советуются. Они получили его эфирное ДНК. Кто из них там главный, приказывая ему отвечать, что они делают с этим телом? Сейчас появился, когда ты сказал, кто главный, вылезла шея инсектоида, огромного инсектоида. Угу. Приказывая этому инсектоиду назваться, кто он такой. Слышу мор. Так, что он делает в пространстве? Эдуард ему приказывает отвечать истину. Он говорит, что он контролирует процесс. Какой процесс? Они что-то прячут, они делают что-то над телом, над этим эфирным телом Эдуарда, как будто бы из сердечной чакры что-то вкладывают, что-то вынимают. Вот так как портал такой, вот так туда-сюда. Так, и этому Мору приказывая отвечать истинно, что за процесс они, что за процесс он контролирует. Они как будто руками вот так прячут, и вижу, идет, они прячут вот там, где я слышу глобальный контракт на уничтожение матрицы. И связи тянутся вот так в сектор принятия решений, в сектор подписания контрактов к этой всей системе. И в секторе магии есть кто-то. Так, принятие решений, сектор магии, еще какой там был сектор? Миссии. Так, да, Так, да, да. И сейчас самому главному приказываю. О, приказывает. гидра появилась. Она вот там в том пространстве, знаешь, как будто какой-то спрут черный, как его кто-то ужалил, и он начинает двигаться очень сильно, как ужаленный. Проявляется гидра. Я ему приказываю оставаться в его пространстве. И считывается, что выписываю штраф, потому что оно, у этой гидры такие отростки энергетические с глазом, как морда такая. Я выписываю штраф за нарушение прав. Я Чьи? слышу цивилизации. А как он нарушил эти права? Что он сделал? Оно на меня набросилось. У Так, меня сразу появился такое белое свечение, которое его вот так отшмякнуло назад. хорошо. Так, Виктория, как считывается эта гидра, свойства этой гидры? Сейчас. Я слышу носитель, каркас, матрица, носитель духа, то есть инструмент передачи по пространству, программа уничтожения. Другими словами, карусель. Вирус, да? Нет, нет, нет.
я вижу, сейчас вот это увидела эту картинку, как Путин открыл эту карусель большую. И мне идет аналогия, как эта железяка, которая как бы внутри переносит людей. То есть этот каркас, да, служит какой-то вот цели переносить живое, ну, живых людей. Точно так же эта матрица, этот каркас, он передает вот так этот инструмент передачи духа антимира в наше пространство. Гидра. Она Повторяю, как, считывает, это как матрица, но сам инструмент, да. как это на физике проявляется? Гидра? Что? Как на физике этот перенос этого духа, на физике, как там Ну, на проявляется? физике я увидела, да, что вот этот священник что-то делает, и вот этот черный куб просто, я вначале сказала, что он, этот кубик, он черный, как магия считывается, а внутри в нем такой каркас, как серебряный как будто. Вот этот каркас, он жидкий, как вода, потому Мгм. что он как ртуть. Теперь понятно, почему некоторый персонаж очень интересовался именно ртутью, потому что в энергетическом плане он как переносчик, как сохраняет энергию, память Да, это и тоже превращает ее, да, она материал, превращается, который использует антимир в целях. да. Вот это гидра, да? Значит, что, Виктория, как лучше? С крещением этот? Или вот этот контракт, давай, вот это они прячут Сейчас этот гидра– глобальный это инструмент. Кому контракт. этот инструмент принадлежит? Хозяину, да, хозяину. Самому главному хозяину я приказываю проявиться, хозяину этой гидры, проявиться ему в его пространстве, согласно его эфирным ДНК. Появляется вот эта основа, это сверху как существо такое, э, как этот монстр, а внутри сидит этот ангел. На- Ну, как Михаил? будто он только упал, и от него тянется. А внизу я слышу Люцифера. Мгм. Так. Это вот ангел Михаил, а там дальше Люцифер. Или Да, да, да. А ангел Михаил, этот архангел Михаил, он считывается как служака, служить Люциферу. А вот это, сейчас я посмотрю, кто это. У него имя странное, служить, а, восхвалять. Вот этот ангел, архангел типа, восхвалять другой? Люцифера. Это другой Виктория, не Михаил. Да тот самый Михаил, Он, тот же самый, только а, имя его странное. М, Превозносить. а, мгм, понятно. Это вот этого Яхве. Вот это чудище, это Яхве. Командный пост, командный пункт. Штаб. Да, этот штаб. То есть это вся их богадельня. И в этой всей системе задействованы родители. И я вижу, вот смотрю на Лидию, и она толкает. В ней на тот момент вот были эти красные энергии, и она толкает ее мужа Эдуарда. Вот так, правой рукой.
И я вижу, что они читают что-то. Это я им тоже передала в то пространство. Снова вот этот листок, тот, который я передала этим, о нарушении прав цивилизации. Я вижу, как Лидия отменяет этот момент крещения и забирает своего ребенка. Женя, ты тут? Да, Виктория. А на оба момента Да, я вижу, она вот эти, как буква V, эти два пальца, вот так, ага, да, она их как отсекает, а они торчали вот из портала. Она их отсекает. Я вижу, как эта крышка уходит. Также я сейчас смотрю на Эдуарда, поднимаюсь к нему и передаю ему информацию, что Лидия, как мама, отменила ее решение передавать ее сына, посвящать этим монстрам, этому архангелу Михаилу. Я вижу, как меняется ситуация, как Лидия держит ребенка, и вот так хлоп, э, закрыла дверь, то есть выгнала этих куда-то, ну, священника как будто вот так. И сидит на диване, читает. Читает то, что я ей передала с хорошо. мужем, с Эдуардом. Они вот так смотрят, читают там, разбираются. И смотрят на сына и видят все, что происходит как бы в будущем, вот эту всю картину. Я передаю Эдуарду, ее мужу, М, тоже информацию, что если он хочет, он может отменить это решение, посвящать своего сына. А Эдуард должен расторгнуть его контракт, я вижу. Он снимает вот эти черные очки, которые на нем были. Это старший Эдуард? Это он, сын, с которым мы работаем. Вот. И протягивает руку вот там, где этот какой-то глобальный контракт. Да, хорошо. Пусть Эдуард приказывает этому архангелу Михаилу, тем интерферентам, забирать ихними руками все воздействия. То есть он отказывается принимать все эти посвящения и отдает карму за вмешательство главным виновным. Я вижу, как у него подключка отсоединилась, и там прозвучало имя Ирина. Вот так от сексуальной чакры, вот так снизу. Он выходит с этого образа, скажем, этого какого-то огромного. а, Этих иллюзий, программы этой. Да, он освобождается. Я вижу, он с этой ситуации вылетает как ангел у матери из рук, и там какой-то контракт. Хорошо. С- Он Давай посмотрим. наклонился вот так и что-то пишет там. Он написал, я вот смотрю, что он делает. Он написал такую бумажку и просовывает ее в такую щелочку, а там такой куб стоит, как стеклянный, и он под этот куб просовывает эту бумагу. Сейчас я посмотрю. Она сияет, вся бумажка. Это отказ. Это От отказ чего? матери. Отказ матери, я вижу. Я слышу на Что? порабощение его души. Так, я ему передаю, что все в его воле, и он сейчас может а,
расторгнуть свой главный контракт с этими всеми интерферентами. Мгм. Пусть он покажет этот контракт. Виктория. Так, сейчас я вижу, пространство разделилось на такое белое сияющее и темное. И там, в этом темном, подлетает такой, как ангел, но оно такой и светится, и черный одновременно, как черт какой-то, угловатый такой. Так. Кто это ангел? Приказываем отвечать, кто он такой. Михаил, Так. И что происходит дальше в этом пространстве? так, он подлетает прямо к, я слышу, к лицу, и вижу вот пространство белое со стороны миссии первотворца, вот там, в правом верхнем углу. Эдуард, там его лицо, но на голове у него какая-то такая штука, вот так, Как чайка? да. Да. Что это, Виктория, считает? Что это? Он говорит, мой замысел. И что-то снова с цивилизацией связано, развитие цивилизации. А он выглядит, Так. у него ноги, как будто бы он стоит ногами в одном пространстве, а все остальное в другом, светящемся, просторный, такой свободный. А на ногах такие еле заметные, вижу, а, как будто металлические скобки. Знаешь, как капкан. Мгм. Капкан, да, считывается капкан. И я вижу, что он воин. Мгм. Я хочу посмотреть, когда впервые эти интерференты к нему подсоединились и что было на физическом плане. Давай посмотрим эту ситуацию, Виктория, когда они впервые подсоединились к любому из пространств. Что это была за ситуация? Я вижу, что это как война. Он на физике ам, воин, и у него рана в сердечной чакре. Он протягивает руку. А, Так. Щас. И я вижу, что у него вот так. Он хватает вот это черное пространство, как шторку, вот так открывает, чтобы это как... О, надо же! Ну, вот этого я не ожидала увидеть. Короче, он эту штору черную вот так дернул, а там находится, извиняюсь за выражение, ну, мягко говоря, попа, как будто бы задница чья-то вот так вывалилась прямо во всей красе. А, Из ануса такой красный, как шланг, портал. Сейчас, куда это он идет? Туда вниз, в нижнее пространство. Мгм. Так. И я смотрю, что он идет прямо, вот где этот штаб с этими сущностями стоит, и прямо вот как в сердечную чакру Эдуарда. А его высшее я стоит в секторе миссии, ну вот как огромный бог, молодой, красивый воин. И его нога именно вот здесь стоит, там, где в его эфирном плане
на эфирном теле рана находится. И физический момент я вижу. Мгм. Что значит? Какой-то воин в красной одежде, такая как юбка, а, как какая-то юбка. Римская. Э, Да, там красный такой цвет, но не ярко-красный, а как бордовый. И какие-то желтые, э, Ставки. да, как будто золотые или просто желтые такие, кайма такая, кайма такая, с такими какими-то этими. Считывается, что он подавлен. Э, Чей-то по-украински слышу, спис. Спис — это как копье, Копье. чье-то копье. Пробило. Ой, кто-то стоит, какой-то воин стоит огромный. Он ему просто вот так копьем в сердце. А он лежал в этот. Он упал, другой воин его убил. Так, а это другой воин в той же одежде? Этот воин сретировался, оказался в секторе магии по отношению. а, Там энергии Вельзевула. И я вижу, он превратился, как я слышу, чернца, чернец, М. черный плащ на нем такой. И он быстренько выхватил что-то из сердечной чакры, сияющее, шарик такой. И в секторе магии он там прячет. Считывается чернец. Так, и этому черенцу приказываю отвечать, что он делает в пространстве Эдуарда. Он говорит, переписываю историю и говорит, налепливаю. Вот он пишет, и на пространство Эдуарда, но я пока не слышу, что это за ситуация и кто этот. Когда вот я смотрю на это пространство Эдуарда, оно считывается цивилизация. То есть две цивилизации. А вот этот чернец и тот человек, который убил копьем, это разные лица? Вероятно, это разные лица, но дух один эти люди проявляют. А как связано с этими цивилизациями? Я вижу, что это человек, который его убил, и этот чернец, они принадлежат другой цивилизации, которая вот вышла. Мгм. О, а, Интересно. с этой попы. Ага, так, Просто я вижу, как а, они как мухи вылетают оттуда, с этой попы. это я считаю. И То есть, считывается рой, Вельзевул. То есть это цивилизация подчиненных духу Вельзевула, Сатанаилу. а как-то она называется, эта цивилизация? Как мы, например, по истории знаем. Я не знаю, как по истории, оно в духовном плане считывается как мрак, тьма. Когда я присматриваюсь, оно ну, по-украински звучит «распуста». По-русски это означает, а, ну, почему-то идет невежество, а распуста — это как сексуальная распущенность. Вот. Но когда я хочу перевести, оно идет как невежество. Ну понятно.
То есть неведение конов жизни. Виктория, а считай информацию, к какой цивилизации относится Эдуард? Сейчас я посмотрю. Какую представляет он цивилизацию? Просто идет богов. А каких богов? Считай информацию. Это связано с санскритом. Древние боги, вышедшие. Я вижу на физике, как очень-очень там далеко во времени. Угу. Я слышу полуостров. Это что-то связано с Крымским полуостровом. Я, когда посмотрела вот так поближе, я слышу цивилизация света. Понятно. А Так, какой он цивилизации принадлежал, когда этот воин там был? да, он был убит. Ну, не знаю. Может, я не на том уровне. Э, Хорошо, Виктория. Так, значит, у нас в секторе магии находится этот чернец. да, Я этому чернецу приказываю отвечать, что он делает в пространстве Эдуарда. он показывает, что он печати ставит. Э, Вот там, где у Эдуарда контракт Мгм. был, на этом контракте вот считываются вот эти красно-коричневые энергии, считывается как предательство. Мгм. И сверху этот чернец ставит такие печати черные. Говорит, закрыть, да? Формуляр. Запечатано. Так, Говорит, истина о происхождении богов запечатана, закрыта, так, и сфальсифицирована. этому чернецу приказываю отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Он говорит, что вы меня не знаете. И показывает, как он закрылся, вот так заходит и закрыл дверь за собой. Я Так, вижу, что он зашел как будто в какую-то келью и молится, как будто бы он на коленях стоит, и по колено, ну вот, он наполовину белый, наполовину черный. Руки у него вверх, как будто бы он вот так молится, но на запястье такое кольцо, в сектор интерферентов тянется. Так, а и- я какой-то Люций. Так, я приказываю этому чернецу отвечать, с какой целью он ставит эти печати в формуляре контракта. Какая его личная его цель? Я вижу сейчас картину,
и слышу имя Кришна или Вишну или Кришну, которое касается именно Эдуарда. Мгм. Вот. И в пространстве Эдуарда есть такие энергии какого-то божества. Но это как будто наклеенные, прилепленные, не его. А, Понятно. Считывается родовое проклятие. Так, понятно. То есть он принял это родовое проклятие, то есть как будто м, Мгм. Так, покажи эту всю информацию Эдуарду. Видит он интернет? и он вот так как будто полулежит, вот этот воин, и он обращает внимание мое внимание на эту рану его. Мгм. Вот. Так, кто проткнул его копьем, этому воину я приказываю проявиться. Так, я вижу, что этот воин, лица еще не вижу, лицо все закрыто черное. Он стоит, какие-то, как будто из кожи такие сапожки. Одна накладка, вторая, по колено. Подлиннее юбка у него. Он стоит, и когда он его ударил копьем, он его буквально прошил. И вытаскивает из сердечной чакры такой лист. И читает. И этот лист вот так прибил. У Эдуарда это с правой стороны, вот здесь. Считывается как коррекция. Так, что И это? в этот момент я вижу эту ситуацию, ну, по-нашему, образно говоря, как эфирная операция вот там на том столе, где Мгм. склонились этот штаб. Вот. Что это за коррекция? Что было скорректировано? Считывается коррекция судьбы. Вот. И в этот момент оживился его высшее я оживилось, то есть, да, это значит, мы попали в нужное место. Он показывает вот буквально пальцем на тот контракт. Так, Разрешение быть убитым, скорректировать. Сейчас я хочу посмотреть, что произошло на эфирном плане, когда этот воин, у него вот так все затерто, где лицо, чтобы мгм. нельзя было считать эфирные ДНК. Я Э, этому воину приказываю отвечать, кто он такой. Только звучит Вельзевул, и вижу такая на нем морда. Так, я ему приказываю принять вид согласно физическим ДНК. По конам он должен это отвечать. Так, человек, я вижу, что это очень давно было. Человек выглядит такой не сильно умный, низкий лоб, какая-то лысина на голове или что-то такое, да. А, и хвостик у него вот так, он рыжий какой-то, и волосы вот так сильно пучком забраны сзади, вот тут. И так торчат, короткие, очень прямые. А, Так, как его звали на тот момент? Я ему приказываю отвечать. Он так и говорит, Вельзевул. Может, он себя так называл, или кличка у него такая была, или посвящение. Вот так и звучит Вельзевул. Так, ладно.
Что произошло на эфирном плане в момент... он этот контракт, коррекция произошла, да? Когда он ударил Да. копьем. Сейчас я хочу Спасибо. посмотреть, как душа, э, Произошло с душой, да? да, Эдуарда, ее путешествие. Я вижу, что когда он умер, с раны выходит душа, и просто вот так как-то плывет. Подходит к этой приоткрытой двери, к этому порталу, который я видела в самом начале, оборачивается спиной и, э, и так как бы пристраивается к этой крышке. Вот она так открыта, как стена. И с этой крышки прорастают вот так в сердечную чакру, как рог, в каждую чакру, вот так как роги, Мгм. как бы пронизывают его. И в этот момент, когда это произошло, я вижу, кто-то хвать, как эфирная ДНК, как слепок энергетический сорвал и вот так положил на стол этому командованию, А, этим штаб. сущностям, этому штабу, да. Так, Так, какой контракт душа скажи, его заключила в тот момент? эти рога пронизали его? Я Спокойно, нет? слышу добровольная сдача в плен, добровольная. И в этот момент появляется его высший аспект души, с которого вот это а, с ног отпускает его этот капкан. Он Мгм. раскрывается, его ноги уходят, и я вижу, как он достает с этого портала этот огромный лист бумаги, как книгу, и ее вот так положил на что-то невидимое. Сейчас я посмотрю, где сектор миссии. Но так интересно, там такой, как столб невидимый. Сейчас я посмотрю, что это за столб. И ялы-палы. М. Короче, это чей-то пиндер. Там в нижнем пространстве кто-то стоит и как это самое там виляет этим всем. А в этом пространстве, в светлом, он как будто бы прикрыт, его не видно. А Эдуард подписал контракт. Снова слышу цивилизация на время, опустошение, карма. Реально. Это разные контракты на Нет, время. это все одно и то же. Это тоже. Да. Так, он был заключен Викторией в момент, когда его проткнули копьем. Да. Да, хорошо. Приказываю всем сторонам этого контракта проявиться согласно эфирных ДНК и стать всем по старшинству. Так, эта вся компания выстроилась, и в конце, как бы первый отсюда, в секторе интерферентов, проявляется вот этот такой бугорок черный, который тянется вниз, и этот пиндер принадлежит. Так, кому он там принадлежит, этому хозяину. Это Считывается демон власти, сатана, противник, дьявол, как его имя? Ну, Люцифер, вот, так, хорошо, Виктория. Поднимайся выше. да. Они все, я их всех такие коробочки закрыла прозрачные. Отлично. И этого тоже.
Я слышу, предлагаю сдаться. Вот. И показываю, даю этот лист, информацию этому солдату в красной одежде. Я ему Понятно. передаю, что его рациональная часть, вот много было воплощений, и сейчас в этом моменте он жив, здоров, и у него прекрасные родители, и он всего достоин самого лучшего, и и он может сейчас воспользоваться, я слышу, желанием его матери. То есть его мать как бы заменяет его физический разум. И мама там же. Чтобы расторгнуть этот контракт. Я слышу с Вельзевулом. Спроси у него, хочет ли он расторгнуть этот контракт. Давай вообще Да, посмотрим этот. я вижу, как этот воин, который лежал, он упал, а этот предательски его убил. И я вижу, как он хватает вот так рукой это копье и ломает. И вот теперь понятно, что это ноги были видны в этих капканах. И я вижу, как он копье это ломает и Да, разворачивает удар на этого воина с этим хвостиком и ногами затаптывает его в портал. И снова показалась эта э, попа, образно говоря, то, что он ее увидел. И он ее берет вот так вот и скручивает вместе с этим потоком, порталом, который с нее там. Вот. И я вижу, как он это вот так отодвигает и как бы облокотился на эту попу, мягко говоря, и это все. И пишет что-то. что он пишет. Он говорит: "Я не узник власти". И расторгает этот контракт, и я вижу, что он вот так как-то плюнул, как знаешь, такие чернильные были карандаши. Вот. И встает с этого стола. Я ему передаю, чтобы он приказывал всем этим интерферентам убирать их воздействие, и чтобы он отказался выполнять волю антимира, этого Вельзевула, отказался в том моменте умирать. И в этот момент я вижу, как его душа буквально вот так отлипла от от этой стены крышки и резко, прям молниеносно вернулась в душу этого воина. Пусть приказывает Эдуард забирать все воздействия, вот эти коррекции. Там этот был Мур или Мор. Вот этим всем интерферентам приказывает им забирать все их воздействия, чипы, ключки, энергии, ложь, насилие, иллюзии. Я вижу, он снимает с ног эти, они вот такие, как прищепки какие-то. И он разворачивается, и вот там, где эта попа была, он раз, как какие-то эти электрические провода с такими щипцами. А вот прицепил, и это все начало так трясти, эту задницу с этим порталом. Такое трясение началось. И вижу, как эти красные, считывается,
Ой, вот я посмотрела, что это красные люди такие. Они считываются цивилизация людоедов. И они посыпались вот так все. Вот. Эдуард призывает все его частички души, потенциал, энергии, очищает, все чужеродное отправляет в зал. И сейчас я смотрю на него, и в его энергосфере присутствует как такая энергия, как желеобразная, с видом такого божества какого-то синего. И я передаю Эдуарду, чтобы он отказался принимать в его пространство чужеродные, я Энергия. слышу, списки. И эта штуковина уходит с него прямо к этому чернцу. Ага. Какой-то Люций. Люций. То есть приказывает этому лицу убирать все искажения, которые он произвел на Эдуарда. О, вот это все уходит, такая, как будто бы такая морда какого-то животного. Оно так стягивается и проявляется живое лицо. Да, это вот А, эти индийские боги, которые рисуют половину животным в полном синем. да, это все фальсификации, это все иллюзии. Да. Так, я смотрю, Посещает. где у него еще есть подключки. Вот во второй, в третьей чакры, чтобы он это все убирал, вытаскивал и приказывал всем интерферентам убирать их воздействие их же руками. Да, пусть он приказывает Сейчас сделать. он вышел с этого пространства, громко захлопнул дверь. И я ему говорю, чтобы он очистил все его пространство, и я тоже от этих чужеродных программ, чипов, имплантов, все его личное пространство, от подключек, и очистил со всех времен, со всех информационных полей, и чтобы он вернул все его утерянные частицы души со всех тех мест, ого, они летят к нему, возвращаются, как, и каждая частица, как маленький ангел, то есть как точная копия его. Да, это фрактальный мир. Наш мир фрактальный и живой. Вот. Он возвращает к себе, ам, говорит его детей. Хорошо. Пусть они Так, а кто его очищают. дети? Это родовая память. Это память. Я ему передаю, чтобы он вернул свою память, убрал все чужеродные программы. Я вижу, что у него вот где седьмая чакра, он вытаскивает вот этот портал, как с дверцей с такой, и отправляет портал на утилизацию. И сказал, я вышел с какой-то сигнатуры. С договора. Это из корректированной судьбы. Да, он говорит с договора. Подожди, что-то я пропустила. Верните. О какой-то расе. О унижении расы. Понятно. Надо же, говорит об уничтожении расы божественных крымчан. Это что такое? И снова я увидела это, как точка там такая есть. Вот где-то, где вот как юг Украины, вот там.
Вот четко вижу только вот как юг Украины и вот этот полуостров. Ну, Наложи, теперь Виктория, современную карту. Где эта точка сейчас находится? я слышу Ольвия. Так, и что обозначает эта точка? Я вижу там разрушенный город. Я слышу Эллада. Вижу там такие колонны, эллинские постройки. И оно считывается как мать цивилизации. Ну, хорошо. Пусть Эдар очищает личную генетическую память, его род, сотрет все иллюзии, искажения, установит, проявит его эфирное ДНК, всем его бытия. Я вижу, что он как-то связан с этой цивилизацией и с цивилизацией в Индии. Но имени его я не слышу. Нет, Мгм. пока. И я вижу, что Вишну или Кришну, вот какое-то вот это звучит санскрит. Это очень древние времена. Я ему передаю, чтобы он убрал все подключки, чипы, импланты и причины а, Искажение. искажения. Вот ему бы подышать. Вот это бы мы увидели чудеса. Если бы он убрал вот эти блоки из физического тела и открылась генетическая память. Да, Хорошо, я смотрю сейчас на него, и сейчас я увидела, что его энергосфера вот имеет сверху она как этот, как будто энергия вот эта такая, как желеобразная, а под ней такая решетка, клетчатая такая. От этой решетки тянется вниз подключка. Она тоже такая, как металлическая. В секторе а, каком? магии кто-то есть, и что-то вот так перебрасывает с руки в руку. Черные какие-то шары. Еще никого не видно, но слышу мать. Так, приказывает, кто в секторе магии, приказывает проявиться в соответствии с физическим ДНК. Я вижу Лидию. Да. Это сегодня самое дело в пространстве. Я вижу, она находится в таком каркас металлический, как ртуть. В таком каркасе. Она там сидит и вот так перебрасывает эти шары. Да, слышу Лидия, когда смотрю. Я ее сейчас спрашиваю, что она делает в пространстве ее сына Эдуарда. Она говорит, что награждает своего сына демонами Ильи. А за что она его награждает? Она вот так из сердца достает такой черный какой-то клубок э, и красные энергии, как будто бы там такая бабочка, которая летит, и говорит материнская любовь. Так, спроси, а она видит, что на самом деле происходит? Что это за энергии? Ну, она это, да, я вижу, что перед ней такой, она как будто бы в позе лотоса сидит, и перед ней такая книжка.
И эта книжка вот так сияет с одной стороны. И когда я посмотрела, что там сияет, а там написано, там звучит, я должна помочь своему сыну. Так, а кто Говорит, хозяин? это ее попытка организовать будущее. Я ей передаю, что Лидия отменила все эзотерические практики и любое воздействие, и любое насилие по отношению к ее сыну. И пусть она почистит это пространство, и надо посмотреть, почему он принял это, что происходило на эфирном плане. Давай посмотрим, да. Спроси Эдуарда, почему он принял эти подключки. Я слышу, он говорит родовой союз. Так, а кто в этом союзе находится? Сейчас я увидела какой-то стол полукруглый. И вот так какие-то фигуры сидят спиной ко мне. Говорится, родовой союз, родовой совет. Кто в этом совете главный? Скажем, отвечать, кто он. Так, что это вообще за конструкция? Она выглядит так, что как будто бы чья-то, вот это снова вижу эту лысину, кому она принадлежит, а вокруг эти фигуры сидят. Сейчас я отодвинусь дальше и Задвинься. посмотрю, что это за чья-то лысина, кому принадлежит. Смотри, Виктория. О, так это Илья с Моной. Так мне сразу шло, что этот солдат это тоже Илья, но Явно. что? Не явно еще было на тот Ну, момент. я не все говорю. То, Понятно. что сразу приходит, оно должно проявиться, я должна убедиться, знаешь? Да, Виктория. Вот, я вижу этот сеанс какой-то, вот, ну, Мону и Илью. Так, ну что, это все находится в секторе магии, поэтому я передаю Лидии, чтобы она выходила с этого пространства, чтобы не получала карму, чтобы она отдала карму этим лгунам, этому Вельзевулу и этому Илье с Моной, которые обманным путем затаскивают в свои сети и в свои ритуалы людей. Пусть они получают за их вмешательство в ее пространство карму. И я вижу, как она разрывает эту сетку, выходит. И эти шары все отдает интерферентам. И вижу, как она выходит, и у нее рука связана с рукой ее сына. И они вдвоем подлетают вот, в сектор будущего, первотворца, и двое прикладывают вот так руки. Он правую, а она левую. Сейчас я Это посмотрю что-то. Это идентификация. Считывается идентификация помыслов. А, я слышу внутренних настроек, внутреннего желания. Это какой-то механизм, который в эфирном пространстве, который не пропускает ну, дальше в высшее пространство э, ясно. Отсеивать тех, чужаков, да, отсеивает, я вижу. Вот что означает вот это прикладывание руки. Я передаю Лидии, и
ее сыну, чтобы они отсекали, если они хотят, все чужеродное, ненужное, расторгали все контракты. И я вижу, как этот м, кольцо, оно было на руке. То есть они вместе руки вот так, а кольцо было черное только на руке эм, Или люди. Эдуарда, да. Оно отпадает, и он так смотрит вниз, и оно летит. Я ему передаю, чтобы он избавился, и он как будто бы из воды вышел так. Знаешь, как всплывают из-под воды. О, эта гидра разрушилась. Он как всплыл и выходит, как ангел. Я ему передаю, чтобы он вернулся в светлое пространство своей божественной души и забрал весь его потенциал, а все чужеродное отправлял в портал на утилизацию. И в этот момент я вижу, как тот момент, когда он вот эту шторку вот так расшторивал, и это все увидел, а сейчас он это вот просто так все шлепнул и, ну, считывается, отверг, и оно все полетело в портал. И его пространство начинает выталкивать эту клетку. Вот вытолкнулась эта клетка, она вот такая, как знаешь, как сетка для улова. Вот так. И она вот так разорвалась, и он вышел. Она разорвалась тогда, когда его энергосфера стала мощной. И вот седьмая чакра. Я ему передаю, что в его седьмой чакре видит ли он вот этот черный канал, который связывает его с антимиром, этот хвост этой гидры, что он, если хочет, пусть он это разорвет, этот канал, и отправляет в портал на утилизацию. Спасибо. Да, я вижу снова этого солдата, и он говорит, что он отказывается подчиняться смерти, и в этот момент уходит эта морда инсектоида, и этой всей системой разваливается этот штаб. Я передаю, чтобы он забрал все частицы своей души, запретил считывание его эфирного ДНК всем этим интерферентам, освободился, восстановил свою целостность, гармонию, наполнялся счастьем, радостью. Вижу эти ситуации, когда его буквально бьют. Эти программы, вот это нос, потом спиной его как будто бы кто-то шмякнул вот так. Я передаю, чтобы он отменил это, все эти нападения и контроль его жизни, потому что он расторг все эти контракты. Да, это Спасибо. отменяется. И он с носа вытаскивает такую, как черная пластина, похожа на такую нож такой огромный. И я вижу, как он этим ножом чих-чих-чих-чих порезал это черное пространство. Хорошо. Пусть он отменит события в ее жизни, когда он ударился в переносицу. Да, и испуг в машине я вижу, как в нем это как энергия как поднялась снизу, вот так черная, чтобы он отменил. Вот он захлопнул дверь, он отменил садиться в машину. Ну, это своего рода было предательство его отца. Я ему передаю, что его отец – это источник жизни, гармонии и творец, первоисточник и первотворец его божественной души. И его мать это чистая священная вселенная. Я вижу, интересно так,
как высшие духовные сущности, его мать и отец, все вместе. Был еще у него на физике удар позвоночника. Но он это уже отменил, я это уже говорила. Очень очистит его генетику, ручки от веры и остановит его, проявит его высшие эталонные свойства ДНК, настройки, гармонизирует все его чакры, всех уровнях, ее суверенность, он с энергией поднимается вверх. Я слышу отменить приступ на падение кашля. Классно. Ну, я так услышала. И я ему передаю, чтобы он отменил принимать в его пространство все чужеродные программы. Вот, и избавился от этих всех заболеваний детских, отменил. Все это было связано с гибелью этого воина Yes. древнего, да. Чтобы он очистил на всех уровнях своего сознания, подсознания, во всех пространствах, во всех измерениях, восстановил целостность его, гармонию, счастье. Да, поднимается вверх. Посмотри, Виктория, как сейчас оно выглядит. О, так интересно. Он говорит, мне не хватает силы воли. Я передаю ему, что он может передать, направить в его рациональную часть, в его сознание всю эту информацию о всех этих ситуациях. И он может выбрать для себя все самое лучшее, то есть счастье, гармонию, процветание. Да. Он так говорит, я так и сделаю.